Если я правильно понимаю, то одним из важных ожиданий ввода российских войск в Украину было то, что там эти войска будут радостно встречать как освободителей от нацизма. Я слышала такое тоже, да. То, что мы видим сейчас, совершенно не соответствует этим ожиданиям. Вот, знаете, действительно, Украина – это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении 8 лет, я не присутствовала, я не знаю, как развивалась жизнь, просто со слов знаю, но там уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество и стали выживать по-своему. За эти 8 лет многое изменилось. И президенты менялись. И президенты менялись, и президенты признавались, в том числе и Российской Федерации. То есть, не было такого, что непризнанный президент, либо с ним никто не контактировал. Все контактировали, все со всеми общались, дипломатические были отношения. Вот. Но люди, которые там, в Украине, я не понимаю, может быть, я правда чего-то не понимаю или многого не знаю. Но если бы меня, к примеру, спросили там год назад, либо 2 года назад, либо месяц назад, 2 месяца назад. А вот правда люди бы принимали с цветами по всей территории Украины, я бы сказала, что нет. Но я понимала, что там уже совершенно другое общество. И оно правда другое. Собственно, я не удивлена тому, что люди в Украине не так поступили, как говорится некоторыми в средствах массовой информации, что там должны с цветами. Нет, такого и не было бы, я не удивляюсь. Я понимаю, Донбасс — это отдельная история. Это тоже трагедия, огромная трагедия. Но сейчас говорится про всю остальную часть Украины. Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, все остальные города. Днепр, Запорожье, Полтава, Львов. У меня вообще такое чувство, что какой-то внутренняя какая-то диверсионная информация здесь у нас происходит в стране. Потому что какие-то вещи говорятся очень удивительные. Мы делали интервью с депутатом Государственной Думы Еленой Дропеко, и она сказала, что мы освобождаем Украину от русофобских и нацистских настроений. И она меня убеждала в том, что действительно русофобские, нацистские и еще какие-то националистические настроения сейчас главенствующие в Украине. Да, настроения могут быть совершенно разными, но и у нас в обществе разные настроения, и ура-патриотические настроения, кстати, скажем так, тоже немножко напрягают такие настроения, если чрезмерно, когда патриотизм граничит с каким-то национализмом. Наверное, в любой стране такое есть. В Украине националистические настроения после 2014 года, куда это все двигалось, я не знаю, я не жила эти 8 лет. Но до 2014 года, когда я жила в Украине, все было нормально. Единственное, это этот Майдан, на который вышли провокаторы, активисты. Да, они чинили массовые беспорядки. Они вносили такую рознь, да, этот национализм, он вышел наружу. Это действительно так. В ходе Майдана, в ходе госпереворота. Тогда был госпереворот. Но видим по телевидению, видели все эти 8 лет действительно русофобские настроения. Там шествия Степана Бандеры и тому подобное. По Москве скинхеды ходили маршами. Я же об этом и говорю, что везде могут быть разные настроения. И главное, чтобы эти настроения не переходили за грань правопорядок и преступления. Подождите, но это же другая страна. То есть мало ли что происходит в Польше, в Болгарии, не знаю, в Словении, где угодно. Вы хотите сказать, что это их право? Я хочу сказать, что да. То есть если мне кажется, что отношения в соседней семье не очень, и там как-то неважно воспитывают детей, то вряд ли я приду и учиню там погром, чтобы забрать их детей себе.
И часть квартиры. Потому что они не несут, не посягают на ваши права, да, вот, ну, там себе как-то живут, имеют какие-то настроения против вас, молча думают что-то плохое. И мы не знаем про это. И мы об этом не знаем. Но как бы не посягают, и нет таких противозаконных активных действий. Ну, я с этим согласна.